Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Добро пожаловать в обновление 1.81 «Полет Валькирий». На полях сражений War Thunder появляются боевые вертолеты. Сегодня мы представляем первые винтокрылые машины в линейках исследования США и СССР. Новые танки, самолеты, несколько новых локаций и другие новинки. Все это в главном обновлении осени. War Thunder «Полет Валькирий». Сначала о главном. Во время прошедшей в Германии выставки Gamescom 2018 мы анонсировали боевые вертолеты. Новый тип военной техники, доступный для игроков War Thunder. С обновлением 1.81 «Полет Валькирий» мы представляем первые вертолеты для двух игровых наций — СССР и США. Чтобы начать играть в вертолеты, вам потребуется хотя бы один танк или самолет 5-го ранга в ветках исследования США или СССР. Вертолеты будут доступны в режиме закрытого бета-теста, доступ к которому можно получить бесплатно, выполнив серию заданий. А можно купить один из пакетов с премиумными вертолетами и сразу начать играть. В самом начале вертолеты будут доступны в ЗВТ в смешанных боях высоких рангов. Впервые широкое применение боевые вертолеты получили во время войны во Вьетнаме, поэтому исследование линеек вертолетов в нашей игре начнется с моделей конца 60-х годов. Настоящий символ вьетнамской войны — вертолеты UH-1 Huey. Эти легкие ударно-транспортные машины представлены в нескольких модификациях. Ранняя версия UH-1B с пулеметными подвесами, неуправляемыми ракетами ИПТУР первого поколения, UH-1C с противотанковыми ракетами ТОУ, а также премиумная модель UH-1C XM30, которую вы можете приобрести в нашем магазине. На этот вертолет дополнительно можно установить мощные 30-миллиметровые пушки. Вертолеты серии AH-1 создавались с учетом опыта Вьетнамской войны. Это чисто ударные вертолеты, так называемые ганшипы, для поддержки десанта и наземных войск. В обновлении «Полет Валькирий» появится несколько модификаций этого вертолета. Одномоторный AH-1 Cobra версии G, ударный вертолет с неуправляемыми ракетами, пулеметами системы Гатлинга или 40-миллиметровыми гранатометами по вращающейся носовой турели. Маневренная и быстрая «Кобра» модификации F, помимо прочего, вооружена управляемыми противотанковыми ракетами. А вот версия AH-1Z Viper, двухмоторный ударный вертолет с трехствольной 20-миллиметровой пушкой, до сих пор стоит на вооружении у американских морпехов. Еще одна игровая нация, которая получит вертолеты в обновлении 1.81 — СССР. Ми-4АВ — советский ответ на успехи американских боевых вертолетов во Вьетнаме. Многоцелевой вертолет, оборудованный подвесами, имеет несколько комбинаций ракетного, бомбового и даже управляемого вооружения. Легендарная линейка крокодилов Ми-24 начинается с модели Ми-24А, первой серийной версии с необычной кабиной, которую прозвали верандой, и ранними ПТУР «Фаланга». Ми-24В — самая массовая модификация 24-ки, со скорострельным четырехствольным пулеметом и огромным выбором подвесного вооружения. Можно до предела загрузить ваш вертолет неуправляемыми ракетами, пушками и бомбами или уничтожать одиночные цели управляемыми ракетами «Штурм». Премиумная версия «Крокодила» в камуфляже чехословацких ВВС доступна в нашем магазине. Это модификация Ми-24Д. В комплекте множество сочетаний подвесного вооружения, плюс премиумные бонусы в очках исследований и серебряных львах. В игре также появится совершенно новая модель вертолета Ми-35М. Это современная модернизация классического Ми-24, который сейчас состоит на вооружении российской армии. Это быстрый, универсальный вертолет с современными ПТУР «Атака» и 1,5 десятками вариантов сочетания подвесного вооружения, пушечными контейнерами, нарами и управляемыми ракетами нескольких моделей. Кроме вертолетов, пилотам достаются новые истребители. Советский И-225 создавали для воздушных боев на больших высотах. Это скоростной истребитель, вооруженный 4 20-миллиметровыми пушками. Новая «Комета» появляется у Люфтваффе. Мы обновили модель реактивного Ме-163, а заодно добавили новую модификацию с 20-миллиметровыми пушками и повышенным темпом стрельбы. Вертолеты — это отлично, но что у танкистов? Там
Легкий танк «Там» прибывает на 6-й ранг деревоисследования бронетехники Германии. Это экспортная машина для аргентинской армии, одно из лучших в игре сочетаний подвижности и огневой мощи. Еще одна новинка у немцев — премиумная версия первого «Леопарда» со 120-мм орудием Rheinmetall. Любимый игроками Лео получил отличный прирост в убойной мощи, а заодно и премиумные бонусы, которые помогут изучить любой немецкий танк гораздо быстрее. У французских танкистов пополнение в линейке танков с качающейся башней. Это Шар-25Т, ловкий, малый с точной и пробивной пушкой и автоматом заряжания барабанного типа. Новые бронемашины пехоты, вооруженные противотанковыми ракетами, прибывают в ангары Британии и СССР. У англичан появился Warrior, современная БМП с 30-мм пушкой и противотанковыми управляемыми ракетами «Милан». В советских ангарах встречаем БМП-2. Это подвижная машина с ПТУР-конкурс. Премиумная советская новинка — танк Т-55АМ-1. Глубокая модернизация среднего танка Т-55. У машины заметно улучшилась защита, появился новый двигатель, а из 100-мм пушки теперь можно вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами. Долгожданный основной боевой танк Т-80Б становится на вершину деревоисследования бронетехники СССР. Достоинство машины — комбинированная броня, хорошая подвижность и гладкоствольная пушка с хорошим выбором снарядов и противотанковыми ракетами. Воспряньте духом, советские танкисты! Т-80Б — серьезный аргумент в спорах с топами других игровых наций. В ангарах США новый Абрамс М1IP. Интересная переходная модификация от М1 к М1А1. По сравнению с базовой моделью, у IP улучшенная защита башни, которая немного увеличивает его массу и снижает скорость. Один из самых живучих танков War Thunder стал еще опаснее. Среди американских премов по-настоящему уникальное пополнение. Средний танк Т-54Е1. Экспериментальный образец с качающейся башней и автоматом заряжания барабанного типа. В барабане танк возит мощные подкалиберные и кумулятивные снаряды. А еще Т-54Е1 ускоряет изучение любого танка в линейке США. В обновлении 1.81 появится несколько новых локаций. Для летчиков мы представляем Вьетнам, воссозданный по картам местности, где происходило одно из крупнейших сражений Вьетнамской войны. Танкисты получают новую локацию для смешанных боев «Американская пустыня». Это небольшой провинциальный городок в Аризоне 60-х годов. Для моряков готовы сразу две локации. Это Средиземноморский порт, созданный под впечатлением от побережья Италии, а также Зеленый залив, североевропейский пейзаж с фьордами и скалистыми островками. Итак, обновление War Thunder 1.81 «Полет Валькирии» уже на игровых серверах. Читайте полный список изменений по ссылке в описании, следите за нами в социальных сетях и на YouTube, и, конечно, поскорее осваивайте все новинки в боях War Thunder. Всем пока!